Сабля. Рубящее, колющее, клинковое, холодное оружие. У каждого мужчины в доме должна быть такая. Вещь в хозяйстве, ну, такая себе. Просто душу радует. А как повысить полезность сабли в доме? Скрестить ее с пилой, и получится сабельная пила. Все, что я до этого вам наговорил, звучит как чушь, кроме сабельной пилы. Есть в природе такой инструмент, если можно так выразиться, он на все руки молодец. Сабельная пила аккумуляторная от компании Fit. В чем ее преимущество? Весит как перышко страуса, кило 800. Глубина реза по дереву 80 мм, по металлу 10. А если она пилит все, значит полотна меняются. И сделать это можно играючи, без ключевой патрон для быстрой смены полотна, без дополнительных инструментов. Это раз. 2. Регулировка частоты хода для точной настройки под разные материалы. 3. Регулируемый упор для стабильности и контроля прирезки. Ну и так далее. Но главное, сабельная пила аккумуляторная от компании Fit из семейства Fit on the One. Один стандартный аккумулятор под все инструменты. Про фрезы говорил? Говорил, но напомню, гарантия на них 10 лет. Причем тут сабельная пила и фрезы? Общий у них производитель Fit. Все подробности в описании. Кстати, совсем забыл, конкурс при поддержке компании Fit идет. Ну и, естественно, все тоже в описании. Если вы думаете, что я еду на милом и несерьезном автомобиле, вы очень сильно ошибаетесь. Да, он милый, но он очень серьезный. И бездорожье мы выбрали идеальную брусчатку музейного комплекса гражданской и военной техники, что в Верхней Пышме. Сей город находится всего в 15 минутах езды от города Екатеринбурга. Площадь 85 тысяч квадратных метров. Тут собрана коллекция, насчитывающая десятки тысяч экспонатов, и она постоянно пополняется. Обойти музей за один день практически нереально. Тарахтит как запорожец. Есть у них что-то общее. И двигатель в корме, и ехать не спеша намного комфортнее. Хотя здесь и комфортнее. Вот эти два слова как-то между собой не сильно переплетаются. Но бодрый чертяка. Я могу на нем разогнаться. Он сможет разогнаться, но делать я этого опять не буду. Его родный брат лет этак 10 назад на аукционе Сотбис был продан за 219 тысяч долларов. Перед вами настоящий полноценный автомобиль. Ну и что маленький? Маленький – это значит, что для середины 60-х модный и востребованный. Шестидесятые годы стали самым рассветом класса микрокаров во всем мире. Как появилась сама идея маленького автомобиля? Экономия всего – вот главное. В Европе после Второй мировой войны города были разрушены. Топливный дефицит и бедность сделали компактный и дешевый транспорт жизненной необходимостью. Так родилась BMW Z, итальянский Fiat 500 и, конечно, Pil. Я на микрокарах собаку съел, спасибо Камышмашу и их коллекции, но сегодня я на Урале.
И тут тоже водятся удивительные малыши. Итак, название: Ferrari Veicole Speciale, сокращенно Ферверс. Ranger. Кстати, к настоящему Феррари этот желтенький отношения не имеет. Автором проекта и создателем мини-чуда был Карло Феррари, однофамилец Энцо Феррари. И чтобы не вносить смуту в автомобильный мир, компания Карло называлась Фервес. Мастерская располагалась в городе Турин. Идея создания проста: построить автомобиль, который поможет фермерам и путешественникам забраться туда, куда обычным машинам путь заказан. Ну и налогов платить меньше. Микрокары облагались микроналогами, так как моторчики у них были микро. Первая тарантайка увидела свет в 1965 году. Она была заднеприводной. Публике же машину презентовали через год, в 1966-м, на Туринском автосалоне. И знаете, машина понравилась всем, и зрителям, и критикам. Один, правда, написал слишком нелестный отзыв, мол, если издалека смотреть на машину в профиль, когда она стоит на склоне горы, то кажется, что собака тужится. Это вольный перевод с итальянского. Ну, у итальянцев всегда свой взгляд на жизнь. В основе автомобиля лежит рама лестничного типа из профилей. Или рамка. Тут все не маленькое, в длину 2083 миллиметра, хотя так-то немало. Рама примитивная, но крепкая конструкция, которая на себе несет все нагрузочки конструкции. Кузов комбинированный. Так звучит солиднее, а если говорить по-простому, то тут тебе и сталь, и алюминий. Сталь — это днищие силовые элементы, а алюминий — кузовные панели. И тут не борьба с лишним весом. Алюминий проще обрабатывать, создавая, так сказать, мимимишную внешность. Двери у нас открываются в правильную сторону, а это значит, что у нас как бы вторая серия. В первой серии двери отворялись в противоход. А когда стоят жаркие погоды, ну не такие, как сегодня, но мы-то под крышей и мы-то на Урале, можно снять верхний тент и откинуть лобовое стекло. Теперь пришло время ознакомиться с ходовой частью. И тут все становится предельно понятно, если знать, откуда ноги растут. А они растут из итальянской модели Fiat, причем не одной. Вот, скажем, мосты от Fiat 600, но с нюансами. Спереди настоящая многорычажка. Было время, там красовалась поперечная рессора, как у машин 30-х годов. Но я говорил, Форверс постоянно обновлялся и модернизировался. По два рычага, амортизатор и приводы к колесам. Задняя. Тут все серьезнее. Да, забыл. Сначала собиралась рама, потом на нее вешались мосты, устанавливался двигатель, и получалась такая своеобразная тележка с рулем. А затем уже выдружался кузов. На корме подвеска независимая. Тут есть нижние продольные сварные рычаги на сайлентблоках, пружины и амортизаторы двухстороннего действия. Стабилизатора нет. Тормоза по кругу барабанные, гидравлические. Заднемоторная компоновка. И тут неожиданность. Движок от 500-го Фиата, а не от 600-го. Воздушник. Экономия, которая потом вышла боком. Он рядный, двухцилиндровый, рабочим объемом 499 кубических сантиметров. Мощность 17 лошадиных сил. По стандарту DIN 22 САИ. Крутящий момент 36 ньютон-метров при 3500 оборотах в минуту. Но, как всегда, если говорится воздушного охлаждения, это не значит, что радиатора нет. Он есть, масляный, и охлаждает жидкость, которая есть масло. Как я говорил, были версии и только с задним приводом, но у нас полный. Коробка расположена сзади, в базе, и от нее привод идет к редуктору переднего моста. Раздатки нет. Дифференциал, который крутит передок, находится в корпусе КПП. Что-то подобное можно встретить на Audi Quattro и на нашем Москвиче 21416.
Только в известных машинах все зеркально. У них-то мотор спереди, ясно? На кардане имеется крестовина. А вот передний редуктор оригинальный в Феррари, корпус Феррари, шестеренки Фиат, но это не точно. Что вам рассказать про салон? Тут ничего нет. А ничего нет, потому что тут ничего и не надо. Сзади лавочка. Ее можно отсюда депортировать, и получится грузовичок. Запасное колесо тут тоже в салоне. Можно было присобачить и на капот, и убрать под пол в нишу. Но все это дополнительные расходы на крепление и прочее. Поэтому тут. Из приборов спидометр и контрольные лампы. Конечно же, присутствует ручка страха для пассажира. Отделка салона, резиновые ковры и ветер гор или уральский холод, в зависимости от ситуации. Педальный узел и руль сильно смещены вправо, к центру. Ты сидишь боком, как бы пытаясь выйти из автомобиля, но не в ту сторону. А еще обратите внимание, маленькими штрихами автомобиль напоминает «Жигули». А почему? Я про комплектующие. А потому что «Фиат». Хочешь не хочешь, а ТО надо делать, особенно если машина новая и на гарантии. Но мало кто знает, что цена может отличаться даже у двух официальных дилеров, расположенных рядом. Так вот, чтобы сэкономить, и был придуман сайт автоспот.ру. Тут уже собраны все предложения на обслуживание вашего автомобиля. Заходите на сайт и сравниваете, где сделать работы выгоднее. Для примера, вот мы видим на карте, как 4-е ТО для Дастера может различаться по цене. Поэтому выбираем лучшее предложение и записываемся в 2 клика. А если вы владелец китайского кроссовера, который еще и на гарантии, то это лучший ресурс для экономии, поскольку все предложения от официальных дилеров и проверенных сервисов, а значит, с гарантией будет полный порядок. А еще мобильное приложение появилось, чтобы скидки всегда под рукой были. Ссылку я оставил в описании. Не благодарите. Ох, что ж я маленьким не сдох, как гласит народная плакательная истина. Ну, не так мал черт, как его снаружи мы видим. Единственное, без крыши, наверное, было бы удобнее, сами видите. Но я точно уверен, что сюда и 3, и 4 человека запросто поместятся. Оживляем. 1, 2. Ну, не с полчика, но божественно. Разгон никакой. Он, конечно, присутствует как физическое явление, но отдадим должное, в теории доехать не сильно далеко на таком Феррари вполне реально. Не быстро, но возможно. Максимальная скорость целых 80 км в час – это вполне допустимо, а вот расход великоват для такого малыша – около 9 литров в легкую. Как поет группа Лорд Пневмослон, вот сяду на коня и ускочу куда-то в ЧПЖ. Эта машина создана для этого. Ну, естественно, я проверять этого не буду и не могу. Но сами посудите, вес автомобиля 620 килограмм. Его пассажиры на руках вынести смогут. А если помочь некому, да и пофиг, засадить машину сложно. Как-никак полный привод, подключаемый в сложных жизненных ситуациях механически. Правда, понижайки нет. Отчасти роль понижайки играет первая тяговая передача с передаточным числом 7314. Есть еще одна основная первая с числом 3,7.
Поэтому, как вы поняли, первая передача у Fiat 500 и так пониженная даже слишком. Вот еще, что грузоподъемность выдающаяся для малыша – 330 килограммов. Вы не поверите, но автомобили разбирались с трудом. Да, были, конечно, у машины свои косяки, куда без этого, но они потихонечку исправлялись. А вот самая главная проблема – перегрев двигателя. Исправить, естественно, не могли. И вообще трудно поверить. Люди, которые пережили войну, боялись перегрева двигателя. Ну да им виднее. Но факт есть факт. Не пошли по-настоящему. Заграничные продажи были минимальны. Однако в Италии, на родине, дела шли немного лучше. К моменту окончательного закрытия фабрики в 1970 году было продано около 600 экземпляров. А вообще испытываю оргазмические ощущения. Что мне не нравится? Иногда нога вместо педали тормоза попадает на вал рулевого механизма. И в тот момент, когда ты давишь на вал рулевого механизма, думая, что ты давишь на педаль, а машина не останавливается, в этот момент, конечно, немножко страшновато. Но в целом людям нравится. Хотя, если честно, я вас обманул. Она может дубасить очень быстро. Реально. До 80, конечно, страшновато будет, но сильно возможно. А если еще откинуться вот так вот, как будто тебе удобно сидеться, расслабиться, и где-нибудь в Альпах или Апеннинах идеально. Ох, у дуба охуели. Вот если бы сегодня наладить выпуск таких машинок, хотя, если честно, их и сегодня выпускают, баги называются. Но сегодняшние машинки – это технологичные, бездушные транспортные средства. А это душа. И в них она поет. Ладно, охота продолжается.